Мое всеобщее почтение. Как многие знают, где-то с полгода назад я бросил клич, ища всевозможных специалистов для создания игры. Время шло, работа тоже, и сегодня пришло время приоткрыть завесу тайн, что же все-таки такое мы делаем. Ну что ж, время трейлеров и тизеров, как и демонстрации геймплея, как вы понимаете, еще не пришло. И сегодня я просто расскажу, что именно мы делаем, и покажу вам некоторые наработки. В данный момент над игрой работают больше 30 человек. Правда, ввиду того, что спонсоров пока нет, все батрачат на неполной занятости. Вообще невероятно, но факт, но уже после первого клича по подписчикам на первом же собрании собралось более 20 человек. Причем были как действующие сотрудники AAA студий, так и различные аутсорсеры, которые что-то делали для игр, называть которые я на всякий случай не буду, но подофигел я тогда, конечно, знатно. И вот время шло, кто-то уходил, кто-то приходил, и в итоге на данный момент сформировался определенный костяк нашей виртуальной студии, настроенный сделать игру во что бы то ни стало. И, как оказалось, наши возможности сильно выше того, что ожидалось даже при самых оптимистичных взглядах на жизнь. Делается игра на последних версиях движка Unreal Engine 5.1 с использованием всех сопутствующих благ и фишек. Свет, к примеру, делается на Lumen, лица в MetaHuman, также используется Nanite, Motion Matching, ну и прочие приколы, которые людям, не связанным с геймдевом, скорее всего, ни о чем не говорят, так что давайте ближе к телу. Что будет за игра? Это будет survival horror от третьего лица в, скажем так, сеттинге, близком к космосу. Почему именно этот жанр? Во-первых, поскольку мы все плюс-минус ровесники, жанр этот любим с самого детства. Во-вторых, эта жанровая ниша пустует в данный момент настолько, что только на ремейках старых игр по сути и держится. Из нового выходит что-то раз в 2-3 года, если не реже, да и то игры зачастую не очень. В-третьих, вам не придется грузить игрока тоннами диалогов, если главному герою будет не с кем разговаривать, поскольку все уже умерли. Ну и в-четвертых, сегодня жанр survival horror — это по сути шутер в мрачных декорациях и не более того. Мы, что называется, пришли вновь сделать этот жанр великим. Все, о чем я буду говорить дальше, на данном этапе лишь наработки, и не факт, что финальный билд будет соответствовать сегодняшнему. По сути, это только планы, но мы уже на пути к их реализации. Собственно, главный герой. Поскольку на награды мы не претендуем, главный герой — белый гетеросексуальный мужчина в возрасте за 40. По сути своей скилловый работяга, попавший в непростой замес. Я не буду пояснять за все прибамбасы, что вы на нем видите, поскольку время еще не пришло, поясню только за свитер и шапку. Там холодно. Ладно, две трубки, которые выходят из устройства на плече и ныряют в подсумок с крестиком, это, как несложно догадаться, система индикации здоровья. Она создавалась и прорабатывается с таким расчетом, что в игре не будет возможности сколько угодно танковать дамаг лицом за счет накопленных аптечек. Мы планируем сделать довольно сложную игру, и этот хоррор научит вас бояться подпускать врагов на ближнюю дистанцию. Кстати, о них. Рядовые противники представляют из себя что-то среднее между мутантом и зомби. По сути, это ожившие мертвецы, некоторые из которых претерпели значительные внешние изменения. Еще на стадии концептов мы решили замахнуться, так сказать, на боди-хоррор и придерживаемся данного направления. Но какими бы они ни были, всех их по задумке будет объединять кое-что общее, а именно их смерть не будет окончательной. Одной из главных фишек игры стоит задача вырвать игрока из привычной зоны комфорта данного жанра. Когда игрок заходит на локацию, всех там убивает, после чего идет довольный лутаться и решать головоломки, а потом еще жалуются, почему в игре зомби с выстрела в голову не умирают. Ну и в итоге для успешного прохождения survival хоррора от игрока только и требуется, что по возможности экономить ресурсы. Мы планируем сломать эту систему и заставить игрока спешить и ошибаться, поскольку в противном случае через какое-то время убитые враги вновь составят ему компанию, и затрачивать ресурсы на их упокой придется повторно. Ну и кроме того, раз уж все свои, дам небольшую подсказку. Враги, кроме всего прочего, будут некоторым образом взаимодействовать со светом. Наш программист-виртуоз уже сейчас реализовал эту секретную механику, и в итоге свет воздействует на мобов таким образом, что роляет даже количество падающих на них лучей, а также их яркость.
Противодействовать неприятелю персонаж будет по большей части при помощи самодельного оружия из говна и палок. Но будет и классика в виде некоторого количества огнестрела для выхода из совсем уж тяжких ситуаций. К примеру, компактный карабин. Да, это не автомат, и очередями он не стреляет. Ну и, конечно же, старый добрый огнемет. Он, как и некоторые другие образцы, будет работать, скажем так, в двух режимах. Чисто на газу и с топливом. Топливо, например, можно будет сперва разлить, а потом уже поджечь. Остальное вооружение пока что засекречено, но в планах разработки есть следующая особенность. Все оружие, за исключением, так сказать, стволов последней надежды, будет разделено на две категории, работающие от двух разных ключевых ресурсов. Таким образом, экономить придется не только боеприпасы, но еще и этот самый ключевой ресурс, при снижении которого убойность оружия будет падать. Я уже говорил, что мы делаем хардкорную игру. Впрочем, это пока только планы. Ну и, наконец, что касается лора. Как, наверное, несложно догадаться, видя на скриншотах то тут, то там русские буквы, просторы Большого театра в нашей игре бороздят космические корабли Советского Союза. Ну а события происходят в недалеком прошлом, в альтернативной вселенной. Само собой, эта игра не про какую, не про политику. Она про космос. Однако, несмотря на альтернативность, лор мы стараемся делать, что называется, псевдонаучным. Поэтому, хотя в целом в игре и фантастика, многие вещи основываются на достижениях советской науки и особенно советской космонавтики. Значимые, но не особо широко известные достижения которой мы упомянем в игре. И разница будет в том, что в определенный момент истории при смене одного генсека на другого история пошла своим путем, а наш альтернативный мир своим. Тем, в котором при выборе направления развития космической отрасли выбор пал не на строительство космической станции, а на покорение новых планет. В Союзе было снято немало фильмов про космос, но ни в одном из них космонавты не сталкивались с тем, с чем им предстоит столкнуться в Vicious Red. И еще никогда советский космический антураж не погружался в атмосферу кровавого хоррора. В наших планах в обозримом будущем выпустить бесплатную демо-версию игры, которая станет приквелом к основному сюжету. Когда примерно это случится, я сказать не могу, поскольку работы еще здоровая куча, и когда мы ее раскопаем, зависит от количества задействованных лопат. Так что внимание специалистам, желающим поучаствовать в разработке и войти в историю геймдева. Мы будем очень рады видеть скилловых аниматоров, программистов, хард-серфейс-моделеров, лайт-артистов, environment-артистов, 3D-концепт-художников окружений, концепт-художников пропсов и прочих специалистов. Прием по результатам собеседования и тестового задания, первая часть которого догадаться писать не мне, а на указанную почту специально обученному человеку. Ну и на этом пока что у меня на сегодня все. Ожидайте новых новостей, ну и главное, мы будем очень благодарны, если вы поспособствуете распространению данного видеоролика в своих соцсетях, на страницах где-нибудь или хотя бы просто расскажете о нашей игре своим друзьям. Кроме того, у нас уже есть страница в Steam, где вы можете добавить нашу игру в желаемое, и это тоже поможет. Все необходимые контакты и ссылки, само собой, будут под видео. На этом, в общем-то, все. Пишите в комментах, что думаете, понажимайте обязательно что-нибудь под этим видео. В общем, все как всегда. Пишите, жмите. До новых встреч.